Большая часть семян в этом посеве от MSG – Mesemb Study Group, британского сообщества любителей мезембриантемовых. Они выпускают информационный бюллетень, который выходит 4 раза в год. Он содержит актуальную информацию об исследованиях и экспедициях, обмен опытом, а также публикуется информация и фото вновь выведенных культиваров. Раз в год происходит дистрибуция семян среди членов сообщества. Стоимость членства составляет 15 британских фунтов в год. Помимо MSG, в посеве принимают участие семена из китайского питомника ZW, полученные при посредничестве с клубом любителей живых камней, а также буквально пара пакетиков от Cactus клуба. Все ссылки на источники семян приведены в описании. Посев начинается с изготовления бирок. Я использую синтетическую бумагу с липкой основой. Подробнее об изготовлении бирок можно узнать в отдельном видео. Чешские горшки, использованные в прошлом посеве, закончились. В этот раз будут белые размером 4 и 5,5 см. Это почти все семена, которые я буду сеять. Здесь около 20 видов конофитумов, около 30 видов литопсов, остальные прочие мезембы. В каждом пакетике от 10 до 20 семян. Для общего представления, что ожидать от посева, посмотрим фото каждого вида, взятые из интернета.
Для субстрата буду использовать два компонента – вулкапоник 2 фракций и листовую землю. Земля предварительно была увлажнена и стерилизована в микроволновке. Суммарно около 10 минут на максимальной мощности. Для конофитумов и всех остальных, за исключением литопсов, замешиваю смесь земли и минералки в пропорции 1 к 1. Литопсы буду сажать в чистую минералку. Честно говоря, есть желание сажать всех в чистую минералку, но на данных семенах экспериментировать я не готов. Наполняю горшки не до конца, сверху еще будет слой минералки мелкой фракции. Бирки удобнее вставлять на этапе, когда субстрат еще сухой. Поливаю кипяченой, охлажденной водой с удобрением. Финальный этап перед посевом – слой мелкой фракции вулкапоника. В него будут помещаться семена, и в нем будут закрепляться первые ростки.
Приступаю к посеву. Белый лист я использую для защиты от случайного попадания семян к соседу. В этом контейнере горшки проведут первый год. На дно укладываю слой поролона с целью создания воздушной прослойки и исключения заболачивания. Тем временем уже смеркалось. Финальный полив необходим, чтобы семена провалились между частиц субстрата, а не лежали прямо на поверхности. Горшки перемещаю в подготовленный лоток. Пришло время литопсов. Для литопсов я использую чисто минеральный субстрат.
Так как вулкопоник, в отличие от лечузы, совсем не содержит удобрений, добавляю осмокот. Про сравнение лечузы и вулкопоника на канале есть отдельный ролик. На верхний слой точно так же кладу субстрат мелкой фракции. Посев производится аналогичным образом. Финальный полив и перемещение горшков в общий лоток. Сразу после посева необходимо создать условия повышенной влажности. Обычно я просто использую крышку, но в этот раз что-то пошло не так. То ли горшки оказались выше, то ли бирки длиннее. В общем, решил вопрос при помощи пищевой пленки. На этом посев завершен. Через неделю можно проверить наличие всходов. Подпишитесь на канал, чтобы точно не пропустить результаты. Или чтобы поддержать канал. Тем временем почти расцвело.